Привет, с вами Алена. Сегодня покажу, что такое ортезы, то есть ортез в единственном числе. Что мы имеем? Мы имеем ножку, которая видоизменилась, то есть у нее произошли анатомические изменения. Вы наблюдаете пальчики, которые вышли из пальцевого ряда и свернули немножко в сторону. Также мы видим ту самую всеми нелюбимую боковую шишечку. И дело в том, все бы ничего, да, что это некрасиво, это ведь доставляет дискомфорт. Так вот, для того, чтобы избавиться от неприятных и болевых ощущений в ноге, изготавливаются такие внешние специальные устройства, они называются ортезы. В данный момент вы наблюдаете, как изготавливается слепок. То есть изначально нам нужно будет с пальцев снять слепок для того, чтобы у нас была основа для изготовления ортеза, потому что ортез изготавливается не на человеке, а изготавливается отдельно от него. Поэтому сейчас замешивается двухкомпонентный состав. Это два разных тюбика, по отдельности они не застывают, а вот когда их смешиваешь, наносишь на пальцы, они через какое-то время твердеют, и туда уже можно будет залить воск для того, чтобы изготовить восковой слепок пальчиков. Вот, что хочу сказать по поводу этих ортезов. Это классная штука, и я сама планирую себе такое поставить, но это будет по осени, потому что там необходимо носить только закрытую обувь. Понятное дело, что в шлепках, во-первых, они с вас могут вылететь, слететь, там не будет фиксации, и вообще, я не знаю, грязь попадет, это как-то не так, поэтому надо носить обязательно закрытую обувь. Также, помимо того, что она должна быть закрытой, она должна быть свободной, то есть не просто удобная, да, вот та, которая смялась по форме стопы, а действительно широкая. Обратите внимание, что конкретно эти ножки достаточно широкие, вот в той части, где косточка, и должно быть так, чтобы ничего никуда не давило и не жало, потому что сам ортез будет занимать место внутри. Сейчас изготавливается только основа для слепка, поэтому он будет, конечно же, поменьше, не такой огромный, но тем не менее место займет, и плюс его необходимо фиксировать носочком, то есть одеваете ортез, потом носочек и так ходите. И ходить с ним нужно будет не день и не два, а достаточно долго, и всегда все индивидуально, все будет зависеть от того, какой у вас организм, на какой стадии вы находитесь. В общем, это все не так просто. И потом это видео 100% не обучающее, это видео имеет ознакомительный характер. Такое делаем не только мы, очень много кто это делает, но вот в Казани вы можете обратиться к нам в салон, а в Москве точно могу дать гарантию, что у песчинки вам сделают ортез на любые части тела, наверное. А еще там крутой доктор-ортопед работает, Артур, на него тоже оставлю ссылочку, если кому-то интересно, перейдете, посмотрите. Вот сейчас было видно, как выглядит потом слепок, очень забавно смотрится. Я вообще предлагала туда фитилек воткнуть, и была бы классная декоративная свечка. Но Лена сказала, что это перебор. Хотя, кто его знает, может, когда-нибудь так и сделаем. Например, на мои пальцы. В общем, после вот таких манипуляций, кстати говоря, за работой мастер Елена, на секундочку, после таких манипуляций мы сможем изготовить подобие педикюрных растопырок. Знаете, такое, то, что засовывается между пальчиков, но оно будет изготовлено индивидуально, иметь определенную форму и поможет пальцам вернуться в пальцевой ряд и сделать так, чтобы на стопу была разгрузка, то есть чтобы это перестало болеть, чтобы оно перестало давить, потому что все эти деформации, они дают очень большие последствия. Это, конечно, нужно понимать. Смотрите, как классно, да? Вот туда нальется парафин вот в эти самые формочки, и будут наши пальчики. Парафин будет красный, и еще раз говорю, прям на клубничную свечку похоже. В общем, основная цель – это разгрузить стопу, чтобы предотвратить дальнейшие изменения и, естественно, избавиться от боли. Также ввиду вот таких изменений, вы, как видите, большой палец повернут, ввиду таких изменений иногда бывают и анихолизисы, и стержневые мозоли, и натоптыши, и чего там только не бывает. В общем, здесь все не просто так, и изменения тоже с неба не падают, они чем-то обусловлены. Здесь всегда нужно искать причину, но в наше время это тут, в основном две причины, которые этому способствуют. Это либо какая-то генетическая наследственность от мамы с папой, либо очень уж неправильно подобранная обувь, и иногда бывает запустишь этот случай, и пальцы вообще выворачиваются куда-то не туда. А вот так выглядят сами ортезы. Мы видим с вами слепок и видим вот такие вот коричневые штучки, которые слеплены точно под ваш размер. Носить их первое время чуть-чуть неудобно, но потом привыкаешь, и все пойдет как по маслу. Но здесь самое главное носить не один-два раза, да, там одела, походила, забыла, а действительно регулярность. И потом их нужно будет еще менять и дорабатывать, когда ноги выправляются, их нужно немножечко менять.
Вот, как-то так я хотела вам сегодня рассказать. Можете писать свои комментарии, рассказывать, был ли у вас такой опыт, видели ли вы такое вообще. Ну, а с вами была Алена. Пока-пока, до новых встреч.